Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я к вам пришла вот с такой моделью. Эффектный джемпер с вертикальными узорами и воротником пола. Яркий, интересный, подойдет на разный возраст и размер. Вот эти вертикальные косы зрительно фигуру вытягивают. И вот такой еще применяется стройнящий узор в виде вот кос и вот этих вертикальных полосочек. Смотрите, спортивный стиль, он подойдет идеально к брюкам, да, а брюки сейчас являются неотъемлемой частью гардероба любой женщины. И сейчас я хочу вам показать эту модель. Я приближаю вам, девочки, сейчас эту модель, чтобы вы внимательно рассмотрели строение воротника. Я сегодня мастер-класс вам ссылочку оставлю при составлении описания, как оформить эту красивую цельновязную планочку. То есть, смотрите, в том месте, где у нас идет с вами коса центральная на 6 петлях, мы будем вывязывать из 6 петелечек на каждой половинке, видите, да, каждая половинка на этой высоте будет вязаться отдельно у переда. И на 6 петельках вывязывается 12 петель. Как это сделать красиво и легко, будет у вас отдельная ссылка на мастер-класс очень хорошего блогера, хорошей девочки. Мне понравилось, как она это объясняет. Все очень становится понятно. И вы вяжете цельновязную планочку, каждую половинку раздельно. Вот. Затем у вас здесь будут закрываться петельки по вырезу горловины. И уже в процессе сборки будет на гибких спицах вязаться вот этот воротничок. Он дополнительно набираются петельки и дополнительно он вяжется. Вот, а здесь вот очень хорошо видно и сам узор, как выглядит. Здесь у нас нижняя планка вяжется резинкой 1 на 1, и у рукава, и у спинки, и у переда одинаково вяжется. Вот. И, конечно, отличительная особенность, самая фишка этой модели, этот красивый воротник пола. Он самый привлекательный, да? Давайте дальше посмотрим с вами вот эти фоточки. Ну, это то же самое, да, только разные. Вот здесь спущенный рукавчик очень хорошо видно, да? Рукавчик у нас такой же узор применяется. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Очень красивую пряжу я вам, девочки, подобрала по итальянской технологии. Турецкая пряжа очень хорошая, там и с добавлением кидмахера, и, в общем-то, вискоза там присутствует. В общем, шерсть. Ну, в общем, очень шикарная пряжа. Посмотрите, пожалуйста, сегодняшний мастер-класс. Пряжу вам рекомендую, достойную для такой шикарной модели. Цвет очень красивый, приятный, нежный такой, да, нежно-голубой, да, я бы сказала, бирюзовый, светло-бирюзовый, да. В общем, девочки, и всем, кому приглянулся этот спортивный джемперок, приглашаю досмотреть мастер-класс до конца. Я думаю, вы найдете вот спиночка, как оформлен такой же узорчик у нас идет, как по переду, да. И вот здесь очень хорошо видно, как оформлен воротничок. Он связан также резиночкой 1 на 1, одной шириной, ну, высотой, да. Здесь вот видно, как у нас идет моделечка по низу, как рукавчик оформлен. Вот. Все мы сегодня с вами расчеты будем составлять на размер 44-46, затем 48-50, 52-54. Вот такие вот большие размерчики у нас сегодня будут с вами присутствовать в описании.
Итак, мои хорошие, если вам все понравилось, давайте смотреть более детально. Сейчас у нас с вами предстоит выбор пряжи. Для вязания этого красивого джемпера я предлагаю пряжу Белграде альпака плюс мохер. Это пряжа по итальянской технологии, изготовлена в Турции. Фирма Этрофил. 50 грамм у нас 150 метров, 10% мохер, кид мохер, 5% бэби альпака, 55% полиамида, 30% вискозы. Очень шикарный, мягчайший состав. Немножко он пушится, но это, наверное, наша с вами и альпака здесь, в принципе, дает, и мохер о себе знать, да. Пряжа мягчайшая, приятная к телу, и не колется, об этом даже речи быть не может. Средней толщины, спица, кстати, 3,5 у нас будет. Итак, вот так выглядит узор. Узор простейший, но очень такой, знаете, вытягивающий фигуру, во-первых, вот эти все вертикальные составляющие, все эти косы, вот эти наши вертикальные лицевые петельки, они у нас все как бы зрительно стройнят фигуру. Пряжа шикарная. В общем-то, знаете, так я бы сказала, что она все-таки ближе к разряду бюджетных относится. Недорогая по сравнению с тем, какие я смотрела цены на итальянскую пряжу. Там просто что-то зашкаливает. Не знаю, я как-то стараюсь для большего количества людей, чтобы охват был аудитории, поэтому пряжу предлагаю всегда недорогую и бюджетную. Так, ну, в общем-то, давайте сейчас с вами на схему посмотрим. Образец вы уже и так поняли. Он не толстый, не тонкий. Самое, что надо для плечевого изделия. Пряжа у нас получается связанное полотно, нежное, приятное к телу. Самое, что нужно. Вот такая схема узора, девочки. У нас коса. Это вот эта часть, я показываю ее, где у нас переплетение на 6 петельках она у нас, и 14 рядов в высоту занимает. И вторая часть узора на 8 петлях, это 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. То есть вот эта вот вставка идет между косами, я бы так ее назвала, на 8 петлях. Также я буду вам объяснять узор и буду говорить коса 6 петель и узор на 8 петлях. Вот имейте в виду, вот из 2 частей он состоит наш узор, который мы будем сегодня применять в данном джемпере. Вот эти вот этот знак обозначает перекрещивание 6 петель налево. Вот таким образом. Сейчас я вам покажу схему, покажу выкроечку. Вот такая выкроечка у нас со спущенным рукавчиком. И тут вот можете, кстати, по желанию сделать небольшую такую пройму квадратную, кто не очень любит сильно спущенные, да, плечо. Поэтому можете такую хитрость применить. У рукава все так же останется. Все более детальные размеры вы увидите сегодня после того, как мы свяжем образец. Идет расчетная часть в самом конце видео. Там я все рисую и, в общем-то, все объясняю, откуда какие цифры берутся и так далее. Да? А здесь вот просто как образ вы видите, как это конструктивно будет состоять спинка. Перед отдельно вяжется, отдельно 2 рукава, все соединяется, вяжутся все детали снизу вверх. И у нас вот такое описание составляется. Размеры сегодня присутствуют 44, 46, 48, 50, 52, 54. Это описание я всегда выкладываю под видео, девочки, и, в общем-то, зачитывать я вам его не стану. Все сами почитайте. Постаралась здесь все как бы учесть. Ну, в общем, может быть, что-то, опечатки какие-то идут, какие-то там неточности. Пожалуйста, включайте свою голову при вязании этого джемпера. Слепо не доверяйте. Размеры должны быть перепроверены более тщательно. Ширина спинки. У нас у всех фигуры разные. У кого-то бедра широкие, у кого-то плечи широкие. Учитывайте это при вязании обязательно.
То есть я призываю всех включать свою творческую энергию и, в общем-то, стараться делать правильно и стараться делать по-своему, по своему вкусу. Итак, мои хорошие, сейчас у нас с вами будет вязание образца по ходу мастер-класса. Итак, у нас с вами для вязания образца 24 петли набираем. Так, и вяжем. Значит, первый ряд. Мы будем вязать сейчас по центру косу. И с двух сторон у нас будет как в образ, как на модельке на нашей, изнаночные и лицевые петельки. То есть мы имитируем то, что у нас связано в оригинале. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. И на схеме это у меня обозначено как вот эти вот 8 петель. Смотрите. Вот эта часть. То есть мы связали 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Это я буду называть в дальнейших расчетах как раппорт на 8 петлях, скажем так. Это очень удобно. Вот. А сейчас у нас будет вязаться коса на 6 петлях. Сейчас вяжем 6 лицевых. И снова повторяем раппорт на 8 петлях. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночной петлей и переворачиваем вязание. Значит, в изнаночных рядах мы вяжем петельки, как они на нас смотрят. Вяжем самостоятельно, это я показывать не стану. Третий ряд у нас будет точно такой же, как и первый. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 6 лицевых косы и повторяем снова то, что было сейчас в правой части. 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночные. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд у нас точно такой же, как третий. Я его показывать не буду. То есть вяжем самостоятельно. Седьмой ряд у нас с вами. В седьмом ряду будет перекрещивание налево. Вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные и перекрещиваем 6 петель налево. Мы снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 петли перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли их вот так местами и провязали 6 лицевых. Все. Дальше идет опять 3 изнаночные, 2 лицевые и 3 изнаночные. Кромочные, изнаночные. Восьмой ряд вяжем, как смотрят петли. Девятый ряд вяжем. Три изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные и наша коса 6 лицевых. Опять 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, кромочная и изнаночная. Связали.
Девочки, смотрите, 11 и 13 ряды вы вяжете такие же, вот как мы сейчас 9 провязали. И на этом раппорт заканчивается, идет повтор с первого ряда снова. Вот такой вот простой и красивый узор. Сейчас у вас будет, и у меня тоже 10 ряд, вяжем самостоятельно на раппорт еще, значит, на несколько рядочков. Я удлиню его, тоже самостоятельно свяжу. Затем мы сделаем расчет плотности образца. Я связала еще несколько рядов в высоту. Вот что у меня получилось. Вот такой уже длинненький получился кусочек полотна. Давайте сейчас с вами сделаем влажную тепловую обработку. Выкладываем наш образец на ровную поверхность и горячим паром сейчас будем вытягивать его. Горячим паром обдаем наш образец. И вот так его тянем в разные стороны. Энергично тянем в разные стороны. Обращаем внимание на кромочные. Их надо хорошенько выпрямить. Они у нас в расчете участвуют. Итак, вот в таком состоянии оставляем сохнуть образец. Так, следующий этап. Обычную линейку берем. Все, у нас высох образец, да, прикладываем. Прикладываем линеечку, измеряем ширину образца. Итак, у меня это 12,5 сантиметров. Мы набирали 24 петли. 24 делим на 12,5, получается 1,9. Запишем. Это наша плотность с вами получилась по горизонтали. В 1 сантиметре 1,9 петель. Дальше. Вертикальную плотность определяем. Прикладываем линеечку и измеряем длину образца. У меня это 15 сантиметров. И сейчас наша задача посчитать ряды. В моем образце это 38 рядов. И мы делим на 15 сантиметров. Плотность получилась 2,5. Давайте запишем. В 1 сантиметре 2,5 ряда. Вот такие вот циферки у нас с вами получились. Сейчас смотрим выкройку, чтобы составить описание на разные размеры. Вот такая выкройка у нас будет сегодня с вами, девочки, присутствовать. Это выкройка для рукавчика со спущенного рукавчика. И у нас с вами вяжется спинка и перед одинаково, отличаются они вырезом горловины. Здесь у нас еще будет вывязываться планка такая цельновязанная, вот здесь в центре переда. Ну, потом чуть позже об этом. Сейчас нас интересует количество петель и ширина полотна на каждый размер, который мы сегодня будем расчеты делать. Значит, у нас будет 44-46 размер, и это 92 петли у меня получается. Для 48-50 размера 104 петли получается. И для 59 и для 52-54 размера 112 петель. По сантиметрам ширина спинки и переда для первого размера 44-46 это получается 48,5 сантиметров. Для второго размера 54 сантиметра. И для третьего размера 59 сантиметров. Вот это полотно получается у нас связанное. Так, как определяла петли? Ну вот берете сантиметры и умножаете на нашу плотность. Плотность, вы помните, мы считали в 1 сантиметре 1,9. Да? Так вот, вы когда все это умножите, у вас получится циферка 92. Но набирать мы будем на
на планку меньшее количество петель. Вот. И затем в последнем изнаночном ряду планки будем как раз добирать петли, да, равномерно. Я сейчас не помню, какое количество, все есть в описании под видео. Я вам просто сейчас общие детали рассказываю. Мне самое главное показать вам, как располагаются узоры. Как располагаются наши узоры на каждый размер. Так, в общем, это все детально вы почитаете самостоятельно. Там прям все, значит, попетельно разложено, последовательность ваших действий. На вырез горловины у меня приходится первый размер 36, второй размер 38, третий 40 петель. На плечи у меня приходится все, что осталось, 28, 33, 36 петель. Как вывязать вот эту красивую цельновязанную планку, которая является украшением данной модели, я тоже на этом останавливаюсь. Я дам вам ссылку на отличный мастер-класс. Это не мой мастер-класс по вязанию воротника пола и формированию вот этой цельновязанной планки, но там очень мне понравилось, как девушка-блогер рассказывает очень понятно и очень, так сказать, подробно разжевывает вам и показывает, вяжет, как на примере ее мастер-класса, я думаю, вы без труда это все дело свяжете. Здесь будет воротничок и вот этот вот цельновязанная планочка. Насколько вы понимаете, планочка вяжется и на одной стороне, и на другой. То есть вот на этом высоте вы разделяете вязание на две части, и каждую часть вяжете раздельно. Вот. И на каждой части эта цельновязанная планочка присутствует. Вяжется она на месте косы нашей центральной. Вот я плавно перехожу к распределению узоров. Смотрите, у нас везде, на всех размерах будет, вот я центр показала вот этой линией, будет вот такая коса по центру. От нее будут идти узоры. Помните, я рисовала 8 петель. Это наши 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Да? В сумме это 8 петель. И здесь на схеме я их изображаю цифрой 8. 6К это коса. То есть вот мы идем 6К по центру. Затем симметрично, зеркально вяжется 8 петель, 8 петель. 6К, 6К, 8 петель, 8 петель. В общем, понятно, да? И на первый размер вот оно, это расположение. Все заканчивается 6К, 6К с двух сторон и кромочный, соответственно. В сумме это 92 петли. Это первый размер. Так, для второго размера, смотрите, 104 петли, где у нас с вами распределение узоров вот такое. Так же, как для первого, 6К у нас заканчивается. И надо добавить справа и слева по 6 петель. Я предлагаю это сделать как 3 изнаночные, 3 лицевые. То есть начинаем кромочная, затем 3 лицевые, затем 3 изнаночные, и дальше идет коса на 6 петлях, 8, узор на 8, коса на 6, узор на 8 и так далее. Заканчивается также коса на 6, затем 3 изнаночные и 3 лицевые с кромочной. Все. В сумме это 104 петли. То есть мы добавили с вами еще 12 петель до первого размера. Для третьего размера у нас используется 112 петель, распределение узоров вот таким образом. По 10 петель, в общем 10 петель надо было добавить, по 10 петель справа и по 10 петель слева, да? И я добавила как к 6, вот этой цифре 6 коса, я добавила еще узор на 8 петлях и 2 изнаночные. И также тут 8 и 2 изнаночные. Получается, начинается с кромочной, затем 2 изнаночные, затем наш узор на 8 петлях, 6 петель коса и пошло чередование. Да? Также по центру у нас оказывается коса на 6 петлях. На ее месте у нас будет у переда вывязываться цельновязанная планка. Вот именно в этом месте, на всех размерах. Из этих 6 петелечек определенным способом, очень хорошо и подробно, как я уже сказала, будет ссылочка дана на мастер-класс, вывязывается 12 петель, которые вяжутся затем резинкой 1 на 1. Вот. Как это правильно сделать, посмотрите в мастер-классе, когда подойдет время. А так вяжете вот таким, значит, способом, распределяя узоры.
Вся последовательность действий, на какой высоте у вас там будет формироваться эта планка, вырезы горловины, все есть в описании под видео. Сейчас рукав. У рукавчика у меня узор, то есть смотрите, там тоже на планку набирается меньшее количество петель. В последнем изнаночном ряду планки у нас с вами будет прибавки большие, крупные. И вы выходите во всех размерах на 64 петли. Распределение узоров вот такое. По центру коса, и от нее идут вот узоры 8, 8, 6, 6, 8, 8, 6, 6. 6 везде коса, 8 это наш узор по схеме. Вот. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Затем у вас будет сразу же идти прибавки со всех сторон, с двух сторон, одновременно и равномерно необходимо будет прибавить. На первый размер 4 петли, на второй 6, на третий 8 петель. Чтобы равномерность соблюдать при прибавках, вот я уже расчет вам сделала скоса. Это в каждом 23 ряду первый размер, в каждом 15 ряду это второй размер, и чередуя в 11-12 это третий размер. И на высоте 37 сантиметров эту мерку вы должны свою собственную обозначить. Она должна быть индивидуальная мерочка. У нас у всех рост разный, поэтому, пожалуйста, девочки, этот момент длину рукава индивидуально откорректируйте под себя. Я же вам говорю, что 37 сантиметров переводим сразу в ряды с помощью вертикальной плотности путем умножения. 37 надо умножить на нашу вертикальную плотность 2,5, и вы получите ряды. У меня 92 ряда. У вас будет, возможно, своя цифра. И затем вот эти петли, которые для каждого размера у вас идут, вы должны разделить. То есть вот эти 90, вот это число, которое у вас получится, эти ряды вы делите вот на эти петли. Для каждого размера свое число. И получается у вас то количество рядов, через которые вы будете делать прибавки. В самой широкой части рукава, также согласно наших размеров, получается 72 петли, 76 и 80 петель. Вот, пожалуйста, мерочки. Значит, здесь у нас первый размер это 38 сантиметров, второй 40 и третий 42 сантиметра. Умножайте также на горизонтальную плотность, получаете вот эти петли. Теперь здесь у спинки и переда обязательно таким же образом все переводите в ряды и вяжите, девочки, руководствуясь рядами. То есть расчет идет у вас рядами, а не сантиметрами измерения, чтобы после стирки изделие ваше не вытянулось чрезмерно. Мы закладываем вот этот коэффициент плотности. И обязательно его надо применять. Обязательно. Это правильная технология вязания. Об этом нам всегда говорит. Так, как собрать изделие, обычные швы. У меня есть ссылочка под видео, как это делаю я, то есть какие швы я применяю. Можете по-моему сделать, можете по-своему, в принципе. У меня общий вариант, это экспресс-мастер-класса. В общем, вот такой вот я вам даю экспромтом, так скажем, расчет, да, и все нюансы, все тонкости, все какие-то там деталюшечки, которые всегда в любом процессе присутствуют, это вы, пожалуйста, самостоятельно все дорабатываете, додумываете, мастерите по-своему, фантазируйте, привносите в конструкцию свои какие-то мысли, это обязательно нужно, это творческий процесс. Надеюсь, что вот моя информация была доступной, понятной, и, в общем-то, надеюсь, что идея вязания такого красивого джемпера с воротником пола будет вам полезна. До новых встреч! Желаю вам удачи!